нас была надежда на Трампа, о том, что он договорится о прекращении войны и хотя бы перестанут стрелять, и это будет первым шагом к тому, что эта война наконец закончится. Но сегодня мы поняли, что у него ничего не вышло. Тема украинских беженцев, которые уезжают в Европу, спасаясь от войны, она все еще очень актуальна. Мы с Ладой решили выяснить, принимает ли до сих пор Германия, принимает ли земля Баден-Вюртемберг, потому что в новостях везде говорят, что все, уже Германия переполнена, Баден-Вюртемберг не принимает, что все лагеря позакрывались. Но мы живем в городе, в котором есть лагерь. Кстати, мы недалеко от лагеря. Вот Оделла, здание, в котором мы жили. Мы сейчас хотим пойти и все конкретно выяснить. По информации из интернета, в земле Баден-Вюртемберг больше украинских беженцев не принимают. Написано, что только люди, которые имеют родственников, близких в этой земле, могут приехать в какой-нибудь из лагерей, и тогда благодаря родственникам им помогут здесь устроиться. Пишут также, что принимает земля Бавария, там аж 4 лагеря принимают. Саксония, Северный Рейн-Вестфалия принимают. Ну и в Берлине самый крупный лагерь для беженцев, который называется Тегель, он тоже принимает. Это все информация из разных сайтов, которые я смог найти в интернете. Вот наш Оделла, в котором мы были, когда приехали в Германию впервые. Это офисное здание, дальше складские помещения, переоборудованные в лагеря. Сначала идет лагерь для беженцев из стран Ближнего Востока, для мусульман в основном. Тут из арабских стран, из Сирии, из Афганистана люди живут. Вот это вход как раз в этот лагерь. А дальше там здание, в котором живут украинцы. По крайней мере, жили раньше, пока мы здесь были, и какое-то время после. А сейчас мы точно не знаем. Сейчас мы хотим как раз провести разведку, может быть, с кем-то поговорить. Здесь именно живут арабы-сирийцы. И впервые, когда мы заехали сюда, здесь и мы жили на 2-м этаже несколько дней. Потом нас сразу переселили в другой лагерь, вот в соседнее здание. Ну вот... Сейчас погода плохая, обычно люди тут на улице сидят, их много, потому что там внутри мало места. Спросим у охранника, да. На 2-м этаже там, ну, в том корпусе, там арабы таки живут, да? Да, там лишь арабы. Ага. А тут все украинцы, да? Да, украинцы. А полный лагерь сейчас украинцев или Не полный. есть места, да? А как сюда сейчас люди попадают? Вот вы откуда приехали, если не секрет? Ну, в смысле... Давно, я вже давно тут, А. 3 місяці. Ну, 3 месяца. А Да. як ви сюди попали? Не, Я смотри. слушаю там, чи українською, чи вам краще українською, чи російською? Мені без разниці. Без разниці. Українська чи російська. мы имеем в виду, с какого лагеря вас перенаправили? Вы же сначала же не сюда приехали. Сюди, сразу. Прямо Сразу? сюди? А. А як ви сюди У приїхали? мене Родичі? Родичі? племянник. А, все, если родичи есть, то можно попасть прямо сюда. У мене Ага. племянник тут є. Понять, а сколько там на этих комнат вообще? Есть вообще пустые места? Пустые є, але я не Есть, знаю, да? чи куди беруть. Мгм. Если родственников Ага. нету, скорее всего, что не поселят. А вы не знаете, другие люди, которые приезжали, они же без родственников, возможно, тут Да. просто как-то попали сюда. Из каких лагерей их перенаправляют сюда? Зразу. Ну, например, с Карлсруэ никого нету? Нет? Есть люди, которые свежие, приехали недавно. Свежие. Все тут давно живут уже, да? Все давно. Просто интересно, даже вот на границе сейчас останавливают украинцев, если они пересекают, например, спрашивают, куда вы едете, хотите на 24-й параграф, или вы хотите... Ні, за це я не знаю, за це вряд ли. Ну, женщин, і, ну як, хлопців до 18 нічого не будуть питати, а... Ну, не, ну то есть Мы про понятно. немецкую границу. Я Про имею в виду, немецкую? про украинскую понятно, хлопцев не выпускают, да. Це ми знаємо. Нічого не питають. Ага. Я От взагалі приїхав, мене навіть не спинили ніде. на машине ехал, Я не? приїхав на свою машину, у мене там ще є з одним пацаном. Ага. 3 месяца назад. В общем, пришлось переодеться. Холодно. Конец мая, такой дождяр опустился. Слава богу, мы успели сходить в лагерь и узнать все нюансы, выяснить, что и как. И, к удивлению к нашему, все абсолютно не так, как мы думали.
все средства массовой информации рассказывают о том, что Баден-Вюртемберг больше не принимает, все лагеря закрыты, сюда лучше не ехать, зелененькими светятся только лагеря в Баварии. Если вы приедете в Карлсруе, это в Баден-Вюртемберг, то вас, скорее всего, перенаправят в другую землю. Так все пишут, вот все до одного. Типа земля закрыта, все. Мгм. Ну и мы шли с таким настроением, сейчас думаем, придем, увидим закрытый лагерь или просто не берут, там переполненный или еще как-нибудь. Нет. Первый человек, которого мы встретили возле лагеря, в котором живут украинцы, это был украинец, приехавший 3 месяца назад сюда, в лагерь, и приехал прямиком в этот лагерь. Но почему так? Потому что у него здесь уже был племянник. То есть племянник за него побеспокоился, договорился, и поэтому он смог миновать все промежуточные какие-то пункты, пересылки, нигде больше не был, приехал сюда и 3 месяца здесь уже живет и не жалуется. Говорит, что тепло, уютно, народу почти нету, Да, много ну пустых вообще, мест. да, вообще этот лагерь очень такой комфортный. Там есть огромная кухня, там много плит, и стиральные машинки, машинки для сушки, туалет внутри есть, как и снаружи, и душевые кабины. То есть комнаты, они закрываются все своим ключиком. Все как бы хорошо. Единственное, что нету потолков. Да. То есть практически ты в одном помещении с другими людьми. Но вот эти перегородки, они очень-очень тоненькие. Вот это, и когда дверь закрывается, все вот так вот ходором ходит. Но к этому, ну, как бы привыкнуть. Да, Надо это привыкнуть. такие минусы. Дело в том, что лагерь расположен в помещении какого-то цеха. Раньше там был цех, и такое общее пространство. Просто поставили вот перегородочки такие с дверьми, и все, теперь люди там живут. И вот он говорит, что тепло, а когда мы там жили, там было достаточно прохладно и сыро. Это был минус. Ну и в туалет, например, я ходил на улицу, потому что этот туалетик, который внутри, там всегда занят, и по ночам, по-моему, вообще закрывался. Ну, да? вообще, да, а он закрывается, туалет, в 10 часов вечера, и ночью ты должен идти только на улицу, и причем это тоже целый трэш. Вот здесь туалет на улице. Видите, вот мужской и женский. Можно даже заглянуть. Чисто, не чисто. Ну, в принципе, достаточно чисто. Смотрите, убрано. В кабинку уже не буду заглядывать, может там кто-то сидит. Так. Сюда мусор выбрасывают. В общем, вот такая жизнь. Конечно, выбегать в туалет на улицу, это еще такое дело не очень. Я помню, было очень некомфортно, потому что ты встаешь ночью, допустим, час, там, 2, там, ну, нужно в туалет, там, вот, и идешь по такому длинному коридору, такой весь страшный, там голова, там, как он проснулся. А тут молодой охранник. А там 4 охранника 4 молодых, и все на тебя так смотрят, и ты А ты такой, не накрашенная. и ты такой идешь по этому коридору ночью весь заспанный, в туалет, на улицу. Ну, как бы, ну, сначала для меня это был шок, потом, Есть определенный Привыкли. дискомфорт, но мы, друзья, совсем не об этом. Это просто нас поперло на ну, воспоминания. это как бы, да. Смотрите, на Слово лагерь. удивление, сейчас половина лагеря пустой. Нам сказал этот человек, там много очень пустых комнат, поэтому он сказал, могут и принять. Мы пошли тогда спросить у начальства в лагере и встретили сразу по дороге хаузмастера. Überprüfen, ob okay, ob andere, aber wenn okay ist, geht er. Человек, который нам знаком еще с тех пор, как мы жили здесь, и он нам подтвердил ту же информацию, что да, пол лагеря пустые, сюда можно приехать, только нужно подать документы на рассмотрение. И говорит, давайте я вас проведу к начальству, там конкретно и поговорите. Потому что мы сказали, что мы хотим конкретных людей сюда привести, не будем же мы говорить, что это вот, мы хотим просто рассказать всем украинцам и на весь мир, Ну что да. есть такой лагерь. Мы сказали, это наши родственники. Наши родственники хотят приехать. И начальник лагеря тоже нас мило принял, улыбался и сказал, что принесите мне документы своих родственников, я посмотрю по базе данных, если нет никаких нарушений, то мы их примем без проблем. Какие могут быть нарушения? Я думаю, что они проверяют, был ли человек уже зарегистрирован по программе временной защиты в другой стране или же в Германии. Если не был, то это плюс. Или же, может быть, еще какие-то там нарушения у человека были, может, депортации были, я не знаю.
Ну, в общем, они проверяют. Если человек чист, первый раз в Германии, то, скорее всего, что принимают, можно приезжать прямо в этот лагерь, минуя всякие промежуточные. Это мы как раз даже вообще не ожидали, честно говоря. Вот это для нас новость. Но есть единственный нюанс, который вы все должны понимать, те люди, которые хотят приехать сюда, что для того, чтобы попасть в какой-то конкретный такой лагерь, вам нужны родственники в том месте. Родственники или очень близкие друзья, которые должны прийти и за вас замолвить слово, принести ваши документы или фотографии ваших документов, договориться с начальством, обсудить все нюансы, и тогда вы можете приехать. У нас был случай, расскажи. Да. Друзья, сегодня с нами произошла непредвиденная ситуация. Вечером нам позвонили, сказали, что наши подписчики, наши зрители приехали к нам в Гайслинген. Вот Тамара, познакомьтесь. Тома, як ви сюди добралися? Ми дивились записи блогера нашого Ага. дорогого і вирішили приїхати теж, щоб поки тепло, ще поки Ага. не зима. Приїхали, щоб теж пережити зиму. Мы уже подобную информацию подавали еще 1,5 года назад, когда сами только съехали с лагеря. И две женщины поняли, где находится лагерь. Тут его визуально несложно найти. Тоже город Гайслинген, он небольшой. И они приехали прямиком в лагерь, никого не предупредив. Как бы по нашей наводке. Мы хотим сказать, люди, так не делайте, пожалуйста, потому что их не приняли здесь, конечно же. В нашем лагере сейчас нету начальника, и поэтому без его решения никто не может прописать здесь человека, даже если есть место. Они не договорились зараньше, и уже поздно вечером они разыскали нас, хотя у них не было наших контактов, разыскали через других людей. Нам позвонили. И нам другие люди, наши знакомые, позвонили, сказали, вот есть люди, которые... Ваши подписчики, забирайте. Да. Они из-за вас приехали, забирайте их и девайте куда хотите. А у нас квартирка маленькая, куда их девать непонятно было. Но мы, конечно, помогли, мы отвезли их в ближайший лагерь, который принимает. Это был лагерь за 50 километров от нашего городка в другом городе. Поздно вечером мы их туда привезли, их там приняли. И, в принципе, на этом эпопея для нас закончилась. Но позже мы узнали, что из этого лагеря их отправили в какой-то другой еще лагерь. И в результате одна из этих женщин написала, что финально они оказались вообще в Швейцарии. Я и не думал даже, что в моей жизни однажды может такое случиться. Я окажусь за границей. Нет ни работы, ни дома, нет ни друзей, ни знакомых. По-ихнему Нихтверштейн, улицы как в музее. Alles ist gut in Deutschland, хотя погода не очень. Можно привыкнуть к такому, главное Geld bekommen. Alles ist gut in Deutschland, хотя погода не очень. Можно привыкнуть к такому, главное Geld bekommen. Немого не катят, зато пособие платят. Учат, как по-ихнему шпрехать. Зачем куда-то мне ехать? Я уже знаю 3 слова. Danke, bitte, hallo. Только не надо weiter меня посылать arbeiten. Alles ist gut in Deutschland. Я тут останусь точно. Может, найду себе фрау. Vielen Dank im Voraus. Alles ist gut in Deutschland. Хотя погода не очень. Но если найду себе фрау, то здесь останусь genau.
И еще мы, когда разговаривали с этим парнем, который здесь находится уже 3 месяца, он, оказывается, успел за это время найти себе квартиру в Гайслингене, в этом городе. И сейчас идет рассмотрение ее в джоб-центре. Ее одобрят, и он переселится из лагеря уже в свое жилье вместе с племянником. И это будет двухкомнатная квартира. Мы спросили у него, сколько она стоит. Ну, он сказал около 700 евро. Хотя он не знает, это кальтмите или это варммите. Переведу на русский, это вместе с коммуналкой или без коммуналки. То есть мы думаем, что это, скорее всего, без коммуналки, потому что здесь такие цены за двухкомнатную квартиру. Если это вместе с коммуналкой, то это вообще отличная цена. Ему повезло. И нам многие советуют тоже сменить квартиру, потому что мы дорого платим. И спасибо вам за советы. Мы, кстати, задумались над этим серьезно и сейчас уже решили предпринимать шаги в эту сторону. Единственное, у нас есть сложности, которые я могу вам сейчас объяснить. Мы хотим съехаться в одну квартиру вместе с мамой для того, чтобы быть рядом с ней. И для того, чтобы так сделать, нужно найти, во-первых, соответствующую квартиру. Во-вторых, нужно, чтобы социал, который платит за ее квартиру, социальная служба, одобрила этот переезд. Это не так-то просто. Это, опять же, переписка через бумажные письма занимает кучу времени. И не любой арендодатель станет ждать такую кучу времени. И сдавать квартиру непонятно кому. Каким-то начинающим предпринимателям. Мы для арендодателей ненадежные квартиросъемщики. Иметь дело с джоб-центром арендодателям гораздо проще. Они легче сдают свои квартиры вот таким вот беженцам, которые стоят на джоб-центре. Потому что можно выставить максимальную разрешенную цифру. И джоб-центр с этим соглашается. Если, например, человек такой, как мы с Ладой, сам ищет квартиру, он всегда пытается цену уменьшить и не соглашается на максимальную. Поэтому арендодатели чаще соглашаются сдать квартиру тем людям, которые на джоб-центре, чем таким, как мы. И еще такой плюс, когда ты стоишь на джоб-центре, ты снимаешь квартиру, как правило, пустую. Джоб-центр оплачивает тебе всю мебель. Мебель потом это остается с тобой, она уже твоя. Ты ее даже можешь забрать в Украину. Если мы сейчас найдем себе другую квартиру, скорее всего, мы ее найдем пустой. И теперь уже джоб-центр нам не даст ни копейки на мебель. Все, что мы должны будем там разместить, это мы должны будем купить за собственный счет. Представьте, нам нужно заплатить кауцион, то есть залоговую сумму за 2 месяца обычно. Потом нам нужно будет заплатить за первый месяц жилья. Потом нам нужно будет найти себе мебель, потому что без мебели никак не заедешь, если там вообще даже кровати нету. Ну и вот это вот волокита. Кухня, иногда надо кухню делать, даже Да, собирать. вообще Холодильник, плита, вытяжка, машинка стирает. Это громадная сумма. То есть для нас сумма, переезд, да. скорее всего, возможен только в квартиру с мебелью. А найти квартиру с мебелью достаточно трудно здесь. Потому что традиционно в Германии квартиры сдаются пустыми. Ну, вот такие у нас сложности, друзья. Я надеюсь, что мы их порешаем, особенно с вашей помощью. Всем спасибо за комментарии, за Подписывайтесь, подсказки, ставьте лайки. за ваши Мы с вами, лайки. Вы с нами. Да. И даже если вы нас критикуете, мы это все читаем, принимаем, потому что, естественно, мы не являемся экспертами во всех делах. И, естественно, мы не всегда правы. Подвезли Данила, нашего друга, сейчас на поезд в очередную поездку. Интересуются наши зрители, как ты себя чувствуешь, потому что мы рассказывали про твою операцию, а потом не рассказали, чем закончилось, выздоровел или нет. Еще 2 недели после операции была температура у меня. И были сомнения, я уже хотел обращаться туда, даже думал, один момент был по скорой, звонить в эту скорую помощь. Но как-то перетерпел, позвонил туда, мне говорят, приходи завтра с утра. Будет в Гайслингене открыта вот эта вот праксис, куда ты меня сначала первый раз завез. Я туда пришел, а там закрыто. А я приехал на велике с температурой. На велике после операции? Ну, не после операции, уже там неделя прошла, наверное.
И я приехал туда, а там закрыто. И говорят, это всегда так, люди приходят, а тут же на выходных в субботу тут никого Ничего нет. не работает. Вохененде, все. И я такой домой поехал и просто перележал, и как-то прошло. Саму, да? Да, просто надо было эту температуру подержать, не сбивать ничего, Мгм. и потом отпустил. Вся проблема в том, что мы тогда ездили, мы в Польше были, потом в Чехии, не могли тебе помочь, не могли свозить тебя в Ну Геттинген. да, да. Да, это может было в Гёпинген, возможно, но я не поехал, и хорошо. И хорошо, И хорошо, что не поехал. Но мы волновались. Особенно Не. Лада волновалась, когда узнала, что ты на велосипеде ездишь. Не, на велосипеде это, в общем-то, неплохо. Главное, чтобы немного. Ну я, да. я много не ездил. Это же все-таки разрез. Кстати, мы не напомнили людям, которые не знают предыстории. Данилу стало плохо в один момент, где-то месяц назад, да? Месяц назад. Да. И он подумал, что отравился. На самом деле это был аппендицит. Мы его отвезли в скорую, ему аппендицит вырезали. И после того, как бы должно было все пойти на поправку, мы уехали в Польшу. Начались проблемы снова. Поэтому мы как бы волновались, но видите, он говорит, все обошлось, надо было просто не сбивать температуру, оказывается. Да, Сейчас уже спасибо. нету Это хорошо. Если бы я, например, пошел к врачам, они бы там начали принимать какие-то меры. А тут вопрос весь был в том, чтобы как бы побороть эти какие-то Побороть. бактерии там или что там было. Ну и самая большая печаль, в это время ты не мог играть на аккордеоне, потому что он тяжелый. Толком не мог, да, чуть-чуть поигрывал. Да. Ну, Видно по твоему YouTube каналу новых видео очень мало. Застряло. Немного застряло. Короче, надеемся, теперь все по новой закрутится, новые песни, новая музыка. Да, да, не заржавеет. Да, все отлично. Нужно записывать. Все, теперь провожаем тебя на поезд. Я в школе работал по программе, которая давала возможность человеку без специального педагогического образования работать в общеобразовательной школе. Но это было короткое время. Это была специальная программа, которая должна была компенсировать недостаток культурных мероприятий во время пандемии. И вот она длилась 2 года. Я 2 года работал. Так пандемия давно кончилась. Да, А программа они работает. как бы после пандемии делали как компенсацию. Так и Вот. кем ты работал? Я работал помощником дирижера оркестра. А, Там есть в этой общеобразовательной школе духовой оркестр. И я там работал. Но потом, когда эта программа перестала действовать, решили, что уже все компенсировали нормально. и тебя уволили. Я уже не мог там продолжать дальше. Это не то, что уволили, а просто это заключалось там 1 год. Потом Не продлили Потом как-то. программу продлили, я еще год поработал. Потом уже все, она закрылась. И все, и не продлилась. А теперь ты ходил в джоб-центр и тебе предлагают такую же работу. Да, сказали, ты уже интегрирован, B1, B2 получил. Все, теперь тебе надо уже на работу выходить. А мы сюда, мы на этот. Сюда. Да, и мы, короче, будем тебя уже на работу отправлять. Ну. И дали мне направление тоже вот так в школе. Там есть такая, как называется, Schulbegleiter. Здесь, в Гайслингене в школе, да? В Гайсингене был тоже вариант, но он не прошел. Как раз возле вас там есть школа кислородцы, но они сказали, нет, нам нужен человек со специальным образованием. Ясно. Мне дала оператор еще другие координаты, где как бы тоже требуется такой человек. Я туда написал, мне довольно вежливо ответили, что вот, хорошо, мы ценим то, что вы в школе работали и все такое. Но у нас сейчас нет такой реальной проблемы, чтобы мы привлекали людей без специального образования. Такой сильной как бы потребности нету, острой. И теперь даже есть у меня предложение в кафе обратиться. Я должен буду отправить свои как бы заявки на работу в кафе. И есть одна самая интересная. Deutsche Bahn. Да? 6 июня будет какая-то типа день открытых дверей или что-то такое в Лохенгене. Я должен буду туда приехать, где-то там в Лохенгене, на собеседование. И кем? 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 Человеком, который билеты проверяет. Серьезно? Цугбеглайтер, не Шульбеглайтер. Цугбегайтер. Цугбеглайтер.
Кстати, я всегда думал, кто же Как работает... вы устроиться туда? Да. Кто же работает в Хорошо, этой я тебе сфере? расскажу. Я скажу. Это очень интересно, кстати. Это интересно. Ты можешь как бы и получить такое предложение. Вот с тобой поговорят, посмотрят твой этот Lebenslauf. Если ты понравишься, если как бы они найдут тебя подходящим человеком, то могут и предложить. Смотри, но меня, наверное, не возьмут, у меня уровень B1 только языка, и то это такой Ну да, сомнительный уровень. я даже не знаю, у меня достаточно или, потому что эти цивилизаторы, они часто что-то объясняют. Объясняют, да. Люди спрашивают часто. Если Я поезд видел. опаздывает, они объясняют, как Да. потом пересесть, куда Да, обратиться. да. Это надо быть действительно очень толковым и с хорошим немецким. Ну, это, кстати, очень любопытно. Джоб-центр пытается предоставить тебе совершенно разные специальности, да, для работы. Да, они спрашивают, они говорят, мы понимаем, что ты хочешь по музыке работать, найдешь по музыке, хорошо, но сейчас наша задача тебя выпихнуть. Ясно. Если ты не нашел пока ничего, мы тебе будем предлагать там все. Ну как тебе сказали, иди на склад работай там. Но мы, кстати, все, мы уже с Джоб-центром не дружим, мы с ним попрощались. Теперь мы сами по себе, но Джоб-центр нам присылает письма и говорит, если вам не будет хватать денег, то можете Молодцы. снова обращаться к нам. Ну, кстати, молодцы. Да. Я еще забыл сказать, что почему эта вся канитель с моим трудоустройством длится, потому что они мой доход как свободного музыканта, свободного художника не признали достаточно. Ну, у меня он просто нестабильный. Они меня и спросили, сейчас вот у тебя что? А я говорю, сейчас у меня как раз вот я еще и болел. да, и вообще болел, у меня концертов не было. Вообще ничего не было. И они говорят, ну вот видишь, если бы ты работал где-то на официальном месте, то это было бы все гарантированно, все стабильно. А так с этими проблемами. Типа свободно этот доход, он тебе не дает стабильности, а мы за тебя как бы несем ответственность. Поэтому будем тебя куда-то отправлять. Продолжение истории, которую мы рассказывали в прошлом видео про пожилого человека, нашего соседа буквально, который задолжал компании-поставщику электроэнергии за электричество достаточно крупную сумму, около 3000 евро. Мы рассказывали, что он был вынужден, когда ему отключили электричество, незаконно подключиться проводом то ли из подвала, то ли из общего коридора, чтобы иметь хоть какое-то электричество. У него одна неприятность наслоилась на другую. Возможно, он платил и не доплачивал, возможно, они ему насчитали пеню, возможно, были утеряны чеки или как-то еще, но он уверяет, что платил. И у нас нет оснований ему не верить, раз он нанял адвоката, но суд был проигран, и он теперь должен и энергетической компании, и адвокату, на услуги которого он взял кредит. И к тому же, видимо, ему еще припаяли штраф за такое несанкционированное подключение. Человек в результате всех этих перипетий попал в больницу с сердечным приступом. Представьте, он уже пожилой, ему около 70 лет. И он попал в больницу, и у него даже была остановка сердца. Вот такие вот происходят нехорошие вещи, когда стресс. Сейчас от соседей мы узнали, что он, в общем-то, уже приходит в себя, ему стало лучше. Но из квартиры, в которой он жил, его выселили, туда уже заселили других жильцов. Он находится в Альтерхайме, то есть в доме для престарелых. У него здесь есть родственники, близкие, его дети, взрослые, и они каким-то образом определили его в Альтерхайм, куда очень трудно, кстати, попасть. Чем кончатся все эти его долги, если мы узнаем, то расскажем. В Германии бывают такие моменты, когда людям по невозможности выплачивать долг, через какое-то время их списывают. Надеюсь, ему тоже это спишут. Почему мы рассказали эту историю? Потому что мы раньше считали, что такая история в Германии вообще невозможна. То есть принципиально невозможно. Для нас это было странно, и мы решили проследить и с вами поделиться. Естественно, жаль, что мы не знаем всех
всех нюансов, но тем не менее, как бы общую канву мы вам рассказали. И если будут какие-то еще новости по поводу этого человека, то мы вам расскажем в будущем. Наша зрительница, которую зовут Вера, я так понимаю, она уже нас давно смотрит. Она из Украины, из Киева родом, но живет в Гамбурге уже 30 лет, представьте. И она нашей маме прислала сегодня посылку. Мы не знаем, что там, ну догадываемся, конечно, но давайте вместе с вами посмотрим. Здесь находится как раз Пак-стацион. Очень удобно, недалеко от нашего дома. Мы здесь как раз обычно получаем посылки. Надо разблокировать. Так, Abholen, забрать. Jetzt scannen, да? Давай отсканируем. О, Sendung. Voilà, друзья, смотрите, все сработало. Интересная система. Ух ты, какая большая посылка. Глянь. Ничего себе. О! Собираем. И идем к маме, будем смотреть. Какой огромный коробок вам прислали Рада. Звідки подарки? Из Гамбурга. из Гамбурга. Тебе еще не приходили подарки из Гамбурга? А я Не знаешь, где это? Не знаю, Это где далеко на севере страны. О, мама тут уже разложила на полу целую свою выставку, да? Посмотрите, сколько всего она навязала. Это за какой период, мамусь? Это уже долго, да? не совсем. Некоторые вещи есть, которые раньше были, Ага. а это вот те, которые с той стороны. Ну, по-моему, Недавно. две салфеточки у тебя вот новеньких совсем, Вот да? там оба. А. Возле перчаток. Вот это новенькие две салфеточки, да? А перчатки тоже новенькие, да? Ну, то зимние новенькие, а эти... Старенькие, да? Осенние эти. А это гетры, да? Гетры, интересно. Ну, молодец, мамусь, вяжешь, стараешься. Ну, давай посмотрим, чем тебя тут Самое интересное. наши зрители радуют. Ух ты! Это похоже на какие-то вещи. Курточки, свитера, да? Я думала, это нитки, а это прям такие, Ольга Лукинична, ну, А ну, примери, ну. мамусь, да. класс. А кому мы должны благодарить? Вера. Ух ты, как на тебя шитая, да? Че, подходит, Отлично, смотри, да? как красиво. Класс. Ну, наверное, люди меня видят. Да, да, да. Ну да. Это теплая вещь, да? О, еще курточка, смотри. А какая. ну, Давай поверх кофты еще поверх крутить. кофты, это если вдруг будет холодно. О, чудово. Смотрите. Класс, Застегнется? Ольга Лукинична. Сходится? Сходится туговато. Ну это ж вы на кофту, это можно... О, сошлась нормально. Вуаля. Смотри, какая у тебя. Она совсем новая. эта. Модная, она новая совершенно, да. С конфеткой в кармане, да? И с капюшончиком. Спасибо. Вот. Спасибо, дуже велике спасибо. Вообще шикарные вещи. Курточка, смотри. Спасибо, Вера, да. Вообще все классно. Смотри, Еще еще одна одна кофточка. кофточка. Ну, это, наверное, не на Лізи. Ольги Лукінічни дуже великий бюст, а може і на Лізи. Та хватит. Ну, в принципе, нормально. Мне Подойдет, кажется, да. вы влезете. Это как раз Ну, вот просто лето. я одета. Да, да. Сейчас Ну, просто мне- много на вас. Это еще не все. Ух ты, вот тут, мамусь, для Смотрите. тебя раздолье. Смотри, сколько ниток всяких. О, Это что, шаль? Я не знаю. А, еще кофта. Вообще шикарная кофта. Мгм. Ольга Лукинична, под эти штаны ваши летние. мгм. Вот это точно на вас будет как раз. Ну, одевать не буду пока. Да, потом померяешь уже. Ничего себе, смотри, мамусь, шоколадки для тебя. Сейчас 3 будем штучки. чай пить. Шоколадки. Спасибо. И какие-то невиданные, я таких не видел еще. Красивые такие.
А коли ж Щас я попробую. справлюсь з нитками? Ну все, теперь у вас роботи не початий край, Ольга Лукінічна. На год Так вперед. тепер же ж хай підкажуть мені, що і як в'язати. Кому что заказывайте? Я ж, смотри, почти год ничего не Смотри, делала. куча всяких ниток. В общем, Ольга Лукинична на игрушечки, на какие-то вещи, то, что Посмотри, надо. Спасибо посмотри. огромное. Это просто шикарный подарок, шикарный. Ой, и разнообразие это. Все, Ой, спасибо. все, тут можно Ольгу Лукиничну оставлять и уходить.